Приветствую вас на канале Техревизор. Давайте глянем, какие бюджетные видеокарты можно поставить в сборку ПК 2024 года. Под бюджетным сегментом я подразумеваю ценник до 30 тысяч рублей. Да, оглянувшись на несколько лет назад, такую цену уж точно не назовешь бюджетной. Но вы видели эти RTX 4070 за 70к, а 4080 за 100? Я уж молчу о топовой 4090 и RX 7900. Поэтому после знакомства с рынком, думаю, у большинства вопросы отпадут. Тем более, что нам сегодня эти видеокарты не грозят. Мы рассмотрим что-нибудь попроще. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость модели из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну, а теперь приступим. Первая на очереди – GTX 1660 Super в исполнении от Gigabyte. Так, в 2024 году цена этой видеокарты упала до более-менее приличных денег. И сейчас отдать за нее около 18 тысяч рублей вполне правильное решение, если вам хочется запускать игры Full HD, получать стабильные 60 кадров в большинстве новинок или работать в тяжелых программах с видео, 3D-графикой и проектированием хотя бы на начальном уровне. Начнем с базовых характеристик. Видеокарта оснащена 6 гигабайтами памяти GDDR6. Конечно, их уже маловато для большинства новинок даже 2023 года, но это самая бюджетная видеокарта в рейтинге, поэтому все-таки придется идти на компромиссы. При этом все равно радует частота видеопамяти в 14 тысяч МГц и ее пропускная способность 336 гигабит в секунду. Понимаю, что это все просто голые цифры для вас, но дальше с обзором других участников и проведенными тестами в играх станет понятнее. Графический процессор приличный. На 12-нанометровой базе, работающей на частоте до 1830 МГц. При этом видюха потребляет не то чтобы сильно много, порядка 125 Вт, поэтому в сборке можно будет обойтись бюджетным блоком питания Вт на 500. На что конкретно способна эта видеокарта? Ну, давайте посмотрим. Если взять сборку, не ограничивающую видеокарту по производительности, то в Full HD разрешении в Hogwarts Legacy на высоких можно выжать стабильные 59 кадров. Также и Forza Horizon 5. Аналогично и в SnowRunner, но с графикой попроще. В синтетических бенчмарках видюха тоже показала себя хорошо и, например, в 3D Mark выдала 6000 баллов. То есть для работы тоже подойдет. Вот поэтому GTX 1660 Super до сих пор актуальна для покупки в сборку 2024 года. На четвертом месте стоит RTX 2060 Super Ventus от MSI. Эта видеокарта прилично дороже прошлой 1660 Super, но и внутрянка у нее соответствующая. Не просто же так своих денег стоит. Так у нее сразу 8 гигабайт видеопамяти последнего GDDR 6 поколения. При этом у нее выше пропускная способность 448 гигабит в секунду. Частота на том же уровне 14 тысяч МГц. Но в целом уже на этом апгрейде RTX 2060 Super дает свои плоды и дополнительные FPS на фоне прошлой позиции. Процессор тут слегка послабее. Базово он на 12 нанометрах, но частота пониже, от 1470 МГц до 1665 МГц в бусте. Но главная фишка этой видюхи – разрядность шины памяти в 256 бит. Такого показателя нет ни в какой из следующих видеокарт рейтинга, а он влияет на скорость соединения с процессором, и чем этот параметр выше, тем быстрее между собой общаются видеокарты с процессором, выдавая стабильный высокий FPS. Прежним остается и интерфейс подключения. Видеокарта коннектится к материнке по 16-пиновому PCI-Express 3.0. Это значит, что со всеми остальными компонентами ПК видюха общается со скоростью около 16 гигабит в секунду, чего впритык достаточно для наших задач. PCI-Express 4.0 был бы, конечно, получше. Но если глянуть на тесты, то, например, в том же 3D Mark эта видюха набрала в 2 раза больше баллов, чем 1660 Super. А некоторые игры она тянула в 50 кадров даже в 2К разрешении, что уж говорить о Full HD. Конечно, эта видеокарта совсем не для 2К гейминга, но это вам чисто для понимания производительности. Но также уточню, что видюха и потребляет немного больше, 175 Вт. Не критично, всего 50 Вт разница, но имейте в виду. На третьем месте еще один продукт от MSI – RTX 3060 Ventus X2. Эта видеокарта уже из 30-й серии, имеет свои фишки и особенности. Изначально видеокарта подключается по PCI-Express уже 4-го поколения. Конечно, большого скачка в производительности это не дает. У нее-то пропускная способность в 2 раза выше, но при этом коннект происходит уже по 8 пинам.
Поэтому в сухом остатке мы с этого мало что получаем. Тем более, что разрядность шины PCI Express тут в 2 раза меньше по сравнению с прошлой 2060 Super. Но не критично, так как на количество FPS намного больше влияет процессор. Так, например, в этой 3060 стоит более интересный камень на 8-нанометровой базе, работающий на частоте от 1320 до 1807 МГц. Получается, графический процессор действительно может выдавать больше производительности. По памяти особых изменений нет. Все те же 8 гигов последнего GDDR 6 поколения, работающих на чуть увеличенной до 15 тысяч МГц частоте. Пропускная способность только ниже — 240 гигабит в секунду. Но на фоне апгрейда процессора видеокарта медленнее работать не стала. Давайте посмотрим, на что она вообще способна. Берем хороший сетап, который никак не ограничивает производительность видюхи. Запускаем на тест разные игры и получаем Full HD стабильные 60 кадров на таких тяжелых играх, как Cyberpunk 2077, Metro Exodus и God of War. А, например, на Far Cry 6, GTA 5, Hitman 3 и Ведьмаке вообще около 100-120 FPS на максималках. В 2К ситуация само собой другая. Тут в этих же играх получается выжать около 40-50 FPS на пониженных настройках. А Cyberpunk и ему подобные и вовсе идут в 30 FPS. Ну а теперь пройдемся по AMD-шным моделям. На второе место я поставил ASRock Radeon RX 6600 Challenger. Эта видюха, по сути, конкурент прошлой RTX 3060. Поэтому, если Nvidia вам чем-то не угодила и вы смотрите только на AMD, при такой же цене плюс-минус той же производительности можете взглянуть на этот вариант. Хотя мнения в интернете все равно разнятся. Кто-то говорит о серьезном доминировании RX 6600 над RTX 3060, выигрывая по 20% FPS в играх. Кто-то, наоборот, RX 6600 ни во что не ставит перед 3060. В общем, по моим наблюдениям, я бы назвал их соперниками без какого-либо серьезного превосходства. Одна видеокарта лучше отрабатывает в одной игре, другая в другой. Это же касается и бенчмарков. Так, в 3D Mark у них практически идентичные результаты. В играх, например, в Resident Evil Village на Full HD разрешении по FPS есть отрыв буквально в 7-10% у RX. В GTA опять же среднее значение по FPS больше у Nvidia. В Киберпанке оба набирают в среднем 60 кадров. В общем, никакого серьезного отрыва нет. Но его, по сути, и не может быть. Начинка у видюх по большей части одинакова. Базово в RX 6060 все то же самое. 8 гигабайт, GDDR6, 14 тысяч МГц и та же пропускная способность. Но тут тоже сделали упор на процессор. Поставили 7-нанометровый чип с какой-то бешеной максимальной частотой, доходящей до 2500 МГц. Конечно, это прям совсем в нагруженном режиме работы. Но, тем не менее, понравилось, что AMD получилось сбросить энергопотребление до 130 Вт. RTX 3060 же кушала все 170. В этом плане, конечно, с RX 6060 дышится полегче. На первую строчку я решил поставить Sapphire Radeon RX 7600 Pulse. Видеокарта находится прямо на грани ценника в 30 тысяч рублей. Но за эти деньги мы получаем лучшее, что можно в принципе выжать из нашего бюджета. Достойным конкурентом могу назвать разве что RTX 3060 Ti. Но их ценники по большей части уходят в район 35 тысяч. Да и в принципе в этом нет большого смысла, так как вот же есть доступная RX 7600, которая ничем не хуже 3060 Ti и сильно лучше прошлой RX 7600. В игровых тестах при Full HD разрешении на высоких 7600 показывают вот какие результаты. Assassin's Creed Valhalla в среднем 110 FPS, в Borderlands 3 105 FPS, в Киберпанке уже под 90, а в Far Cry 6 приблизительно 120 кадров. При этом можно запускать некоторые игры в 2К и также получить даже больше 60 FPS. Например, в том же Assassin's Creed 76 FPS, Far Cry 80 FPS, а в Doom Eternal и вовсе 153. Но при этом тяжелый Киберпанк, Metro Exodus и RDR 2 лучше включать только на Full HD. Так получится стабильный и приятный фреймрейт в 60-80 FPS. В целом, карта уходит вперед относительно прошлой RX 6600 процентов так на 30. Но при этом ее ближайший конкурент 3060 Ti покажет приблизительно такую же производительность. По тестам в рабочих приложениях RX 7600 особо не выделяется, но вполне позволяет работать в Blender, Adobe Premiere Pro и DaVinci, где-то обходя конкурентов на несколько процентов, где-то уступая несколько процентов. При этом
там видеокарта и потребляет прилично так, около 160-180 Вт в пике. Но у нее и процессор стоит ух какой, на 6 нанометров с частотой до 2755 МГц. Только память точно такая же, 8 гигабайт GDDR6, с такой же пропускной способностью и немного увеличенной частотой до 18 тысяч МГц. В целом, RX 7600 от Sapphire очень достойно показала себя и в играх, и в рабочих приложениях. Разве что энергопотребление при этом повысилось. Но ничего. Главное, что видюха полностью отбивает стоимость своей эффективности и отлично смотрится в сборке 2024 года. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.